Всем привет! В этом видео я вам расскажу о процессе создания вот такой вот диорамы с детским садом в масштабе 1 к 220. Начну с небольшой предыстории. Зимой этого года у умной бумаги вышла первая модель в масштабе 1 к 220. Это был детский сад. Затем вышло еще несколько зданий. А так как мне нравится этот маленький масштаб, я начал покупать все здания, которые выходили. Но объединять их все в одно видео я не хотел из-за большого объема работы, поэтому начнем с зимнего детского сада. Сейчас, кстати, есть и летняя его версия. А так как сейчас в Питере плюс 30 и коты начали плавиться, то самое время создать маленький кусочек зимы у себя дома. Вот так выглядит коробка. Она нам не нужна, но на ней есть примечательный момент. Это советские детские горшки, в которых измеряется сложность. Я, например, помню вот такой зеленый. Распаковываем. И тут нас, как обычно, встречают детали, Окна. инструкция и из нового вот такая вот подложка под сам детский сад. На диораму клеить мы ее, конечно, не будем, но она нам пригодится. Отделяем первую детальку. Как обычно, прокрашиваем торцы картона, чтобы они были в цвет стенам. Но теперь я вместо спиртовых маркеров использую вот такие вот акриловые маркеры, потому что они не впитываются в картон, и поэтому можно покрасить торец в подходящий цвет. Затем я беру первые окна. И для того, чтобы их ровно приклеить, я сначала позиционирую его и закрепляю канцелярскими зажимами, вот такими вот, а потом уже отклеиваю клеевой слой, чтобы они ровно приклеились. Вижу, что дверь никак не прикрепляется к стене, и поэтому беру чуть-чуть суперклея и приклеиваю, чтобы потом с ней не было никаких проблем. Далее аналогичным способом подготавливаю еще несколько деталей и подхожу к одному из важных этапов, а именно освещению нашего детского сада. Для него я беру вот такую вот гирлянду росу на 1 метр, состоящую из 10 светодиодов. По сути, самый дешевый и простой способ сделать освещение внутри здания. Я делю ее пополам и 4-й и 5-й светодиод приклеиваю в середину детского сада. Проделываю отверстия в боковых стенах для вывода оставшейся гирлянды, и вот такой промежуточный результат получается. Собираю оставшиеся стены и весь детский сад по такому же принципу, как и в предыдущих этапах. Поэтому не вижу смысла здесь заострять внимание, и пойдемте дальше уже ближе к макету. Здесь вы можете видеть достаточно неудобное соединение стены с остальной частью здания. Впоследствии я проклеил образовавшуюся щель суперклеем, чтобы свет сквозь нее не проникал. А это увлекательный процесс установки крыши, особенно с учетом того, что там лежит гирлянда. Здесь же стоит отметить, что гирлянду нужно клеить именно на саму крышу, для того, чтобы не было точечных источников света в окнах, и свет выглядел рассеянным, как здесь. Точно так же, как и первую, собираем вторую половину детского садика. И вот такой вот результат у нас получается. И для последнего штриха беру черную изоленту, заклеиваю ей несколько групп и помещений, для того, чтобы создать эффект, что там никого нет и свет выключен. Чтобы все было правильно, я нашел схему этого детского садика с планировкой этажей. Переходим к диораме. Для подмакетника я взял 2 листа картона, один потолще, другой потоньше. Тот, который потоньше, я нарезал полосками для бортов, а тот, который потолще, у меня будет использоваться как основание. Затем я склеиваю подмакетник с помощью термоклея. При приклеивании очень важно выставлять прямой угол между бортом и основанием, чтобы потом вся диорама была ровной. И вот такой вот результат получился у меня. Дополнительно подрезаю ножом выступающие части картона и шлифую их 1000-й наждачной бумагой. После этого примеряю детский сад и обвожу его карандашом, чтобы понимать, как он будет располагаться у нас на диораме. Затем я вырезаю отверстия под провода и блок управления светодиодной лентой. Теперь можно приклеивать малярный скотч для последующей укладки асфальта. В роли асфальта выступит текстурная паста от AK Interactive. Вот так вот она выглядит. Для нанесения ее на диораму я использовал вот такой вот деревянный шпатель. Приступаю к нанесению
И вот такой вот первый слой у меня получился. Первый слой мне не очень понравился, поэтому я решил нанести еще один слой. Я пересмотрел технологию, и теперь в текстурную пасту я решил добавить немного воды, чтобы сделать ее более жидкой. И теперь уже мастихином, периодически смачивая его в воде, наношу более жидкую текстурную пасту на саму диораму. После высыхания беру несколько красок, несколько пигментов и несколько смывов для того, чтобы состарить наш асфальт. Методом сухой кисти наношу серый цвет, иногда с примесями желтого. Пигментами немного изменяю общий цвет асфальта и добавляю некоторые грязные места. А смывкой выделяю заранее подготовленные трещины на асфальте. После этого закрепляю полученный результат специальной жидкостью для фиксации пигментов, которая вдобавок немного приглушает тон пигмента и создает более реалистичный эффект. Делаю я это слегка капая жидкостью с кисточки на асфальт, для того чтобы не смыть весь пигмент. После асфальта я беру еще одну текстурную пасту, которая называется темная земля, и аналогичным образом, как и асфальт, наношу ее на диораму. Теперь, пока текстурная паста сохнет, приступаю к созданию элементов детской площадки. Начнем с песочницы. Для нее я сначала из миллиметрового картона нарезаю несколько полосочек шириной в миллиметр, затем вырезаю несколько квадратиков из обычного тонкого картона по размерам песочницы, которая нарисована на основании, которое шло в комплекте. После этого приклеиваю борта песочницы к основанию. И крашу их акриловыми красками. Затем я беру мелкий песок и на клей засыпаю его внутрь песочницы. Вот такая вот маленькая песочница получилась. Затем я приступил к созданию качелей. Их я делал из обычного тонкого картона. Также я вырезал два маленьких квадратика, которые согнул. Это будут сиденья. Нарезал два маленьких кусочка проволоки для того, чтобы сделать основание качелей, которыми они крепятся к земле. Согнул их с помощью пинцета и на суперклей приклеил их к главной качающейся доске. И затем я покрасил их акриловыми красками, так же как и песочницу. И при этом я каждую отдельную деталь покрасил в свой цвет. Также еще сделал горку, и вот такие маленькие элементы детской площадки получились. А первыми их увидели подписчики моего телеграм-канала. В нем происходят анонсы новых видео. А также подписывайтесь на канал и ставьте лайк, если вам нравится это видео. Затем я склеил два кусочка картона по 0,6 мм и получил 1,2. Нарезал их в полосы по 1 мм. И далее с помощью вот такого вот резака от DSPI я нарезал эту полоску на поребрики по 7 мм. Клеем Mod Podge, который сочетает в себе и свойства клея, и свойства лака, я проклеил каждый поребрик, чтобы все слои картона склеились между собой, и поребрик стал одной монолитной деталью. Теперь, когда клей высох, я их крашу в серый цвет. Коричневой краской прокрашиваю те места, на которые будет клеиться поребрик, чтобы, когда он приклеился и немного не доходил до земли, там не был виден картон. Теперь по одному начинаю приклеивать поребрики к диораме.
Далее я приступил к заснеживанию самого здания детского сада. Я перепробовал несколько способов создания снега на диораме, в том числе вместе с содой и клеем ПВА, но остановился на использовании специального модельного снега. В моем случае это снег от фирмы AK Interactive. Он представляет собой такой же белый порошок, похожий на соду, но при этом лучше смешивается с клеем и удобнее наносится. И при этом результат, который он дает, мне понравился больше, чем результат с содой. Поэтому я остановился именно на нем. Теперь наконец-то можно приклеивать детский сад к самой диораме. Для этого я использую все тот же клей и аккуратненько выравниваю его посередине, приклеиваю к диораме. После того, как детский сад приклеился, я вывожу из-под диорамы блок управления светодиодной лентой и приклеиваю к кнопке включения маленький кусочек зубочистки для того, чтобы удлинить ее. Возвращаю на место пластиковый корпус и приклеиваю с торца диорамы кнопку для включения подсветки. Теперь на землю вокруг детского сада наношу немного песка в тех местах, где находится детская площадка. Беру вот такой вот флок коричневого цвета от фирмы Noh и наношу его в местах вокруг детской площадки для создания эффекта такой осенне-зимней травы. Высеиваю я флок с помощью флокатора от фирмы Morrison, особенностью которого является отсутствие ответной части, которую надо прижимать к диораме, что упрощает процесс высаживания его. В коричневую траву я добавляю немного зеленой, для того, чтобы создать эффект того, что еще зима не до конца наступила, и еще где-то в некоторых местах сохраняются кусочки зеленой травы. Излишки зеленой травы я крашу коричневой краской. Это создает еще большее разнообразие цветов в растительности макета. Теперь можно приклеивать элементы детской площадки на макет. Сначала я приклеиваю песочницу, а затем и качели с горкой. Дополнительно я их проклеиваю ультрафиолетовым клеем, чтобы они крепче держались на диораме. В конце я приклеиваю еще несколько кустарников на макет. Эти кустарники немного не по столь маленькому масштабу, но я их использую как будто как имитацию больших кустарников, поэтому в целом они подойдут. Еще я нашел вот такой вот большой кустарник, а вся его цветная часть все равно скроется под снегом. И вот теперь уже можно покрыть снегом всю диораму.
И в конце крашу все торцы подлокотника в черный цвет. Теперь можно наконец-то посмотреть на готовую диорамку спустя почти неделю работы. Всем спасибо за просмотр и до следующих видео.